Ой, хороший карпик. Хороший. Только не в камыш, не в камыш, не в камыш, не в камыш. Есть поклевочка, друзья. Хороший. Так. Опа. Есть. Такое дело. Туманчик на водоеме, тишина. Сегодня поводка должна быть хорошей. Друзьяки, всем привет. Снова я на рыбалке. Сегодня, надеюсь, мне с погодой повезет. Приехал порыбачить на водоем, где я испытывал свое новое удилище осни. Сегодня также буду на него рыбачить, но хочу поэкспериментировать. Многие пишут в комментариях, а попробуй вот закормить несколько точек, может еще лучше будет клев, или просто проверить, будет ловиться на этих точках рыба или нет, или только по ройкам. Вот сегодня и проверим. Я сделал прикормку, сейчас ее покажу. Горох, кукуруза вареная, и добавил туда магазинную прикормку с запахом кислой груши. Все это перемешал. Такой небольшой пакет. Планирую закормить где-то 4 точки по кувшинкам. И пока туда будет рыбка подходить, буду искать карпа по ройкам. А часика через полтора, через два подплыву к этим точкам и проверю, подошла туда рыба или нет. Закормленные точки и там, где я буду искать карпа, все это будет недалеко друг от друга. Снасти все уложил, выплываем и пробуем рыбачить. И заодно посмотрим, что у нас из этого получится. Только начинаю выплывать, смотрите, какая классная черноплодная рябина. Ох, варенье с нее вкусное. Кстати, рекомендуют употреблять ее в пищу людям, у кого с давлением проблемы. Так, времени у нас мало. Рассказываю все по-быстрому. Рыбачить буду на удочку осни. Показывал ее в предыдущем видео, рассказывал. Ничего не поменялось. Курковая катушка. Удочка 5,40 в длину. ТС-10H. Лавсановый кивок. Шнур 0,18. Использую я в последнее время мормышки. Мормышка фирмы Гамакацу. Вольфрамовая. 2 номер. Это у нас есть. Из наживки буду использовать опарыша. Что еще? Что еще? Ага. Сейчас покажу вам прикормку. Так, ну вот такая прикормка у меня. Горох, кукуруза. Горох разваренный, мягкий. И прикормка магазинная. Такие вот пластивцы тут попадаются. Прикормка дуже смачна. Так, да, еще вот пока буду разматывать удочку. Меня спрашивают в комментариях иногда, как крепить кивок боковой к удочке. Как я креплю. У меня на всех удочках боковой кивок крепится через тюльпан. Тюльпан я не снимаю. Верхнее кольцо на вершинке. Кивок имеет Г-образную форму. Здесь вот такая вот ножка, ее не видно, кивка жесткая. Боковой кивок просовывается через тюльпанчик,
обычным шнуром обматываете и проклеиваете суперклеем. Ну, там совсем немножко. Я считаю, это самый надежный вариант крепления бокового кивка. Если вам нужно поменять боковой кивок, сломался там, скажем, к примеру, или вы захотели попробовать какой-то там другой фирмы боковой кивок, зажигалочкой провели по самому шнуру, и все, он сразу отклеивается, и достаете боковой кивок. Ну, по крайней мере, я так доставал, менял боковой кивок. Пока нету ветра, буду искать ройки по центру водоема, а потом уже подует ветерок, перейду ближе к кувшинкам. Покажу также вам ройки поближе. Просили в комментариях показать, как они выглядят. Ройки друг на друга похожи, но все равно отличаются. Например, карасевая ройка очень сильно отличается от ройки линя или там карпа. Самые большие ройки — это ройки карпа. Они такие бурлящие. Прям со дна вот это все поднимается на поверхность. Так, нанизал опарыша. Вот примерно вот так вот получается. А теперь, друзья, плывем закармливать наши точки побыстрее. Все это нужно сделать, так как рыбалка на боковой кивок — это рыбалка до 10 утра, ну до 11 максимум. Итак, вот первая точка. Недалеко от берега, может метров 20-25. Такой небольшой пятачок кувшинки. И закармливаться я буду не в самой кувшинке, а вот под кувшинкой, рядом с кувшинкой, практически под кувшинкой. Почему? Потому что хочу, когда подплывать буду к этому месту попозже, пробовать рыбачить, чтобы лодкой стоять в самой кувшинке. И даже если будет ветер, я заплыву в эти кувшиночки, стану и без проблем буду пробовать рыбачить. Так. Вот так примерно. Не знаю, сколько бросать. Ну, так, чтобы мне хватило где-то на 4 точки. Это, наверное, много. Я не знаю. Возможно, я и многовато прикормки бросаю. Я небольшой специалист рыбачить с прикормкой. Больше уже привык к ройкам. Ну, если что, поправите меня в комментариях. Много, немного. Так, теперь хочу проплыть вот туда дальше, в начало водоема. Там есть таких несколько островков с кувшинками небольших. И вот их еще закормлю. Пока плыву закармливать точки роек. Вот так вот по центру водоема просто море. И карповые я вижу, и такие более похожие на карасевые. Вот так выглядит ройка, друзья. Вот, пузырьки появляются воздуха на поверхности воды. Вот, перемещается, идет ко мне. Смотрите, как роется. Это роется сразу несколько карпов. Но перемещается очень быстро. Очень быстро. Вот он пошел дальше. Думаю, рыбалка сегодня должна получиться. Даст Бог. Так, еще и закормим здесь. Поближе. Поближе к камышу. И закорм сделаю вот тут в окнах. В самых кувшинках. Ну и у меня тут осталось еще на одну точку. Ну все, 4 места я закормил. Теперь приступаем к поиску роек.
И пробуем пока рыбачить по ройкам. Часика через полтора, через два подплывем и посмотрим, подошла рыбка на закормленные места или нет. Начну поиски роек вот с конца водоема. Напротив меня дамба. Вот оттуда и начну. Уже появилась рябь на воде, как обычно. Так, ройка. Ройка с большими бурбушками. А ну-ка. Где ж ты появишься? Нет, тоже быстро перемещается. Ничего не получится. Ничего не получится у меня. Сейчас пока опущу вону. О, вот тут глубина. Шикарная. 3,5 метра. Нет, все, ушел. Да я плыву как раз по руслу. И рыбка вся роется на русле. Ближе к берегу роек пока не вижу. Какой вывернулся карп. Какой карпик вывернулся. Или карп, или амур. Вроде местные говорят, здесь еще и амур есть. Здоровенный. Прямо возле лодки. Капец. А вот он и зажмурил сразу. Зажмурил. Сколько только роек, капец. Я в шоке. Смотрите, везде белые пятна. Это роется карп. Вокруг ройка на ройке, друзья. Глубина где-то 3,5 метра. Но ни одной поклевки. Только я опускаю приманку, он сразу уходит. Уходит, роется дальше в другом месте. И так без конца. О, вот сейчас спугнул я его. Смотрите, сколько пузырей пошло. Сейчас, наверное, просто положил приманку прямо на него. Роек на русле просто везде по кругу. А брать не хочет. Поэтому не буду терять время зря и поплыву ближе к кувшинкам. Попробую возле кувшинок поискать ройки. Ой, какая впереди ройка большая. Главное не спугнуть его. Главное не спугнуть парня. Так, вроде бы не спугнул. Опускаем. Ну давай, клюй. Ой, хорош. Карпик. Хороший.
камыш, не в камыш, не в камыш, не в камыш. Не в камыш. Хорош, это пятерочка точно. Сейчас мы его подсак. Да не, друг. Когда ж ты устанешь? Ой, есть. Фух. Фух, первый карпуша есть, ребята. Так что, друзья, с почином нас. Ставьте лайки обязательно, комментируйте. И продолжаем дальше с вами рыбачить. Искать поболее карпов. А может, если повезет, еще и амур клюнет. Хотя на опарыша, думаю, навряд ли. Но всякое бывает. Прошло уже примерно часа полтора. Может, ну больше часа точно. Хочу проверить закормленные точки. Есть там рыбка или нету. Вот первая точка, которая находится от меня недалеко. Сейчас посмотрим, кто тут есть, кто-то или нет. О, мелочь. Еще не дала даже опустить. Наживку на самое дно уже клюет. Красноперка, скорее всего. Что... О, опять. Смотрите. Красноперка подошла, друзья. Но нам красноперка не нужна. Ты что? У тебя же рот меньше, чем крючок в 2 раза. Плыви. Ой, это что? Смотрите, я поймал какого великана. Вы будете в шоке. Чуть больше крючка. Вот такая вот. Это у нас бедолага. Это густерочка маленькая. Куда ты? Плыви. Клюет одна мелочь пока по прикормленным точкам. Я пробую и на опарыша, и на горох, но результат один и тот же. Не меняется. На опарыша ловится мелочь, на горох вообще нету поклевок. Смотрите, где роется карп. Практически под самым берегом. Роется, роется. Ройка большая. Ну, клюнешь ты или нет? Ух ты, сошел, елки-палки. Пошел в сторону. Гад. Ё-моё. Есть поклевочка, друзья. Хороший.
Фу. Давай. Ого. Подыши, подыши воздухом. Подыши. Удочка как гнется. О. Так, сейчас мы тебя попробуем завести. Главное, не делайте острый угол между удилищем и шнуром. Так, пойдешь ты в подсак или нет? Не хочешь. О, есть. Есть парень. Это шестерочка, наверное. Шестерка по-любому. Ну, 5 точно. Так. Ой-ой-ой, кабан. Вот это кабан. Ой, смотрите, какой красавец. Проплывал я вдоль берега и увидел посредине водоема роечки. 2 было. Такие вот прям бурлящие. То есть просто пузырики появляются, то есть такие прям бурлящие ройки. И насколько я заметил, вот такие вот бурлящие ройки, они практически всегда срабатывают. Если вы опускаете, она дальше бурлит. Практически всегда поклевка. Это в 80% случаев. Опустила парыша туда. И сразу поклевка. И сазанчик на крючке или карп. Ну, больше похож на сазанчика. Ух ты, куда ты? Ух ты! Оборвал шнур. Ну вот, ребята, вам и 0,18 шнур. Приплыл тут к дамбе. Глубина небольшая, наверное, около метра. И увидел ройку такую, ее еле-еле видно было. Я думал, там линь, может, что-то такое небольшое. Опустил. Оно еще ветром дует, парусит шнур. Смотрю, шнур пошел в сторону. Сделал подсечку. Карп, наверное, килограммов 7, может 8. И пошел он вот сюда, в берег. Там он корч, за корч завел. И оборвал сразу шнур. Минус 1 мормышка. Блин, жалко. Куплю, наверное, шнур где-то 0,25, поставлю, да и все. Потому что такими темпами и мормышек не накупляешься. Плыву ближе к берегу, друзья. Буду собираться понемножку домой. Нарыбачился, на сегодня хватит. Рыбачил я сегодня на удочку с боковым кивком. Провел небольшой такой маленький эксперимент. Закормил несколько точек. Ройки срабатывали. Закормленные точки нет. На прикормку подошла самая мелкая рыба, которая есть на этом водоеме. Карпа на этих точках я так и не увидел. Какие бойцы. Угу, включаем. Ровно 5 килограммов у первого. Он может, да, такой же. Опа. 5100. Короче, карпы одинаковые. Один 5, в другой 5100. Пишите, друзья, комментарии, ставьте обязательно лайки, делайте репосты видео, не забывайте. Всем пока!